Ребят, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Я приветствую всех любителей Таро, а также тех, кто постоянно у нас в поисках новинок. Очень много пришло сообщений в директ в Инстаграм по поводу обзора этой колоды. Что ж, я начну. Итак, это французская колода, французское издание. Мы сейчас с вами посмотрим, что именно у нас за издательский дом. Но мне сложно читать по-французскому, я не хочу позориться, потому что я не знаю французского языка. Единственное, что могу вам показать, максимально близко приблизить. И здесь на французском написано. Эту колоду я приобретала на площадке Etsy. Поэтому те, кто хочет, может там поискать, приобрести себе. Называется она в переводе с французского «Таро ведьмы и праздников времен года», либо «Колеса года». И сейчас буду объяснять, что здесь, для чего и почему. Очень такое интересное издание, мне очень нравится. Давайте разбираться, о чем здесь идет речь. Покажу вам, из чего состоит внутри. Значит, вот такой у нас здесь бокс. Достаем с вами карты. Вот такая красота у нас здесь внутри. Бокс на небольшом таком магнитном замочке. Сама колода, к ней мы вернемся несколько позже. И мануал. Значит, по поводу колоды претензий к издательству никаких нет. Все очень сделано классно, качественно. А нет, секундочку, вот. Но это, скорее всего, я могла повредить, потому что я не видела при распаковке, чтобы здесь была эта трещина. То есть это, скорее всего, мой косяк. Вот такой вот хороший картонный бокс, то есть ваши карты будут в сохранности. Заявленная стоимость ориентировочно почти 23 евро. Не знаю, сколько она будет стоить с доставкой в вашу страну. Ну, в общем, такая вот штучка. Итак, книга. Книга, сам мануал в отличном был состоянии. Просто я люблю, когда читаю, разворачивать. Мне так комфортнее, поэтому здесь есть деформация этой книги. Полиграфия прекрасная, шикарное качество. Давайте посмотрим, о чем у нас здесь идет речь. Итак, содержание, и идет непосредственно уже о структуре колоды. То есть, что колода состоит из 78 арканов, 22 старших, 56 младших, что автор здесь взял за основу структуру и марсельского таро, и таро. Это такая некая смесь, плюс какие-то его собственные наработки дополнительные. Автора, к сожалению, не называю, потому что, говорю, не знаю, как читать на французском. Я не хочу вам некорректно это произнести, чтобы здесь не было потом какой-то ошибки. Итак, плюс автор указывает о том, что он здесь вносит свои какие-то дополнительные, как он видит свою систему, свои какие-то нюансы. Автор указывает здесь на ситуацию, что он опирается на традиции Таро Марселя и ставит рыцарей после королей. Это вот то, что здесь заявлено непосредственно в этой брошюре. Почему говоря о том, что эта колода называется не просто Таро ведьмы, а Таро колеса года, либо годовых праздников? Он считает, что автор вдохновлен сезонной языческой духовностью. Таро построено вокруг времен года и праздников. И, соответственно, здесь в каждом аркане эти нюансы прописаны, я вам буду показывать. Помимо всего прочего, здесь автор указывает на каждом аркане и времена года, и лунные циклы, и священные фигуры, созвездия, планеты, кристаллы, растения. То есть отсылок на самом деле очень много. Как следствие, придется во многих нюансах разбираться, чтобы понимать, о чем здесь идет речь. Как здесь автор у нас заявляет, он не рекомендует пользоваться перевернутым значением карт по принципу «зачем себе усложнять задачу?», но тем не менее не отрицает, что таким образом вы можете этот инструмент использовать в работе. Помимо всего прочего, здесь идет речь о отсылка по вопросам нумерологии, да, что у нас означают единицы, двойки и так далее. По принципу там единицы это начало, двойки это там дуэты, союзы,
и так далее и тому подобное. И непосредственно у нас идет значение уже арканов. То есть вот как мы видим здесь аркан ведьма, либо его еще можно интерпретировать как аркан дурак. Значит, что здесь автор пишет? Ключевые слова, по сути, что здесь прописано. Ну и знаете, как он это называет, или как автор это видит, традиционные значения. В чем особая разница между ключевыми словами и традиционными значениями, не совсем понятно, ну и изображение самого аркана. Итак, по каждой карте. Ну, по сути, по старшим арканам информации чуть-чуть больше, потому что если мы с вами будем смотреть арканы младшего порядка, ну, допустим, видите, у нас масть чаш пошла. Видите, здесь фактически по 3 слова на каждую карту. То есть не будет для вас эта брошюра каким-то, знаете, ящиком Пандоры и получением знаний. Это просто, ну, обновить то, что вы знаете, ну, подчеркнуть то, что здесь для себя открывает или видит автор. Далее, что здесь? Здесь способы работы. То есть работа одной карты, трехкарточные расклады, 4-карточные, ну, то есть приводятся примеры, да, для работы. Ну, по сути, здесь на этом все. Вот такая у нас книга. Теперь перейдем к самой колоде. Что могу сказать о колоде? Колода меня привлекла своей рубашкой. В первую очередь я увидела рубашку, когда искала для себя новый инструмент. Она действительно мне, знаете, как поразила, воодушевила. Во-первых, рубашка двухсторонняя, поэтому те, кто практикует напрямую с перевернутыми, для вас это будет супер. Как вы уже, думаю, заметили в раскладах, потому что расклады она не делала. Золотой срез, отличное качество колоды, просто потрясающее. Нет никаких проблем с вырубкой. Плотный картон, то есть качество колоды очень хорошее. И двухсторонняя глянцевая ламинация. В чем есть моменты? Ну, во-первых, как вы видите, бликует цвет. И если вы делаете фото, видео, то для вас это будет играть большую роль. Ну и как следствие, очень хорошо видны следы, отпечатки пальцев, масла, ну, то есть все что угодно. Карты такие выглядят как заляпанными. То есть не совсем это эстетично, но тем не менее. То есть, и, конечно же, монохром, черно-бело-золотые тона. Кому-то это нравится, кому-то нет, кто-то считает мрачным. Мне нравится, потому что мне легче погрузиться в информацию, которую дают карты. То есть каждому свое, но тем не менее данная колода меня привлекает. Очень хорошо ложится в руку. Здесь несколько отличий идет от стандартного размера карт. То есть они более узкие и более вытянутые. То есть здесь 6 на 13 сантиметров. Вот так. Начнем с аркана ведьма. То есть здесь, как нам прописывает автор, это путешествие, исследование, это вопросы маргинальности, это прогресс, хрупкость и свобода. Потому что здесь как отправная точка путешествия ведьмы. То есть начало ее пути. И как следствие это исследование, это странность, это в чем-то освобождающая сила и хаос, то есть безумие и лишенность осуждений. Далее аркан маг. Карта, которая символизирует весну. Потому что здесь это начало цикла, это потенциал, это навыки, это сезон начинаний. Ну и в принципе, знаете, потенциал цветущей природы, которую человек, практик использует себе во благо. То есть подготовка алтаря, подготовка магических инструментов и оттачивание навыков ведьмы. То есть здесь она в первую очередь разрабатывает ритуал, потому что вот здесь алтарь, который мы видим, с благовониями, чашей, котлами, травами. Как следствие, также находятся элементы воздуха, воды, огня и земли. Ну и символы времен года, то есть цветки сакуры, пионы, лапчатка, таволга, маргаритки, первые мальвы, маки. Ну, это, конечно, поскольку здесь идет черно-белая прорисовка, сложно это все увидеть, но в описании, когда я читала, то есть те, кто захочет погрузиться, может это все здесь увидеть и лицезреть. То есть, ну, традиционные значения это, конечно же, начало, мастерство, вопросы молодости, материализации, раскрытия таланта.
Ну, если мы будем смотреть в перевернутом положении, то это вопросы злобы, мошенничества, ну и излишней концентрации на чем-либо. Так, Папесса, она же жрица. Эта карта здесь еще обозначается, ну или прописывается во всяком случае, если мы обратимся к книге, подписана как гримуар. Видите, то есть знание, изучение, познание. То есть тут как дополнительные отсылочки у нас идут. Почему? Потому что ну, сейчас, если императрица, видите, у нас там Белтайн, или император это Лита, и пошло-поехало. То есть в книге немножко больше самой информации, чем нежели подается на картах. Так вот, что мы видим здесь по этой Папессе? Ну, безусловно, это наблюдение, изучение, пассивность, опираться на интуицию, раскрытие тайны. То есть открыть книгу, открыть тайну, открыть информацию. То есть много вещей, которые нужно узнать. В данном случае Папесса у нас представляет пассивное время, священное время, потому что время, которое у нас как отделено или посвящается духовному росту, личностному росту, то есть как вопросы посвящения. И здесь вот эти ее руки, они олицетворяют связь между видимым и невидимым, то есть как бы взывая к интуиции, чтобы мы могли догадаться, что скрыто. Потому что это как акцент, что прикоснись к неосязаемому, удели время изучению того, что необходимо изучить. Ну и, конечно же, традиционные значения: вера, знание, терпение, чистота, строгость, вынашивание каких-либо идей, вопросы аскезы или девственности, ну и вопросы покорности. Так, императрица. Ну, как я уже показывала вам по книге, акцент на праздник Бельтайн по колесу года. Аркан концепции, творчества. То есть это весна. Сердца исцеляются. Идет, знаете, как майский праздник, потому что это символ внутреннего богатства всех, всего и вся. Здесь, знаете, как в первую очередь императрица подталкивает к созиданию, к мысленной разработке, то есть источник мотивации, страстного импульса. То есть то, что исходит изнутри, из вашего живота, то есть что вы вынашивали, какую идею. И, конечно же, это карта плодородия, творчества. Тут автор еще дает акцент на том, что это карта обучения. Ну, у меня императрица это не показывает, но тем не менее. Карта желания, силы, энтузиазма, элегантности, изобилия, урожая. Ну, конечно же, красоты и творческого расцвета. Так, император. Ну, по императору это карта начала строительства, как конкретизирует автор. Почему? Потому что это то, что было создано в утробе императрицы, теперь как в первую очередь произведено на свет и обретает свою стабильность. Иными словами, это реализация ваших идей, вашего творчества. То есть карта силы, солнечной, доброжелательной, даже отеческой. Потому что здесь император представляет солнце в его пике. То есть, иными словами, как праздник Лита, да, вот день летнего солнцестояния, когда мы празднуем начало сбора урожая, самый длинный день в году. Ну, таким вот образом солнце как становится благожелательным отцом, который нас согревает, защищает, позволяет, знаете, как чувствовать себя комфортно даже в течение долгих зимних месяцев, потому что вы ощущаете то тепло, которым вас согревали все это время. Естественно, традиционные значения по карте: стабильность, господство, сила, ответственность, рационализм, порядок, карта отца, карта власти, карта владения материальным миром. Аркан Папа или аркан Жрец. Акцент на священном мужском начале, священный мужской род. Карта углубления, ценности, ориентации, духовности. И, знаете, помимо всего прочего, это карта мужского начала, потому что, видите, здесь он протягивает руки к небу, стремится к небу. Это как акцент на поиск пути, который принадлежит нам в соответствии с нашими ценностями. Здесь жрец просит соответствовать ценностям, которые заложены социумом, да, чтобы двигаться вперед. Он своего рода как символизирует мост между небом и землей. То есть папа является частью того, что природа дала ему самым тривиальным образом, телом, да, чтобы выражать свою неосязаемую волю и духовность.
Но ключевые значения по карте: мудрость, посредник, вера, учение, духовность, руководство и духовное восхождение или возрождение. Очень интересно по подаче прорисовки карта «Любовник». Здесь каким образом мы видим выбор? Тут у нас изображены камни. Вот первый, второй и третий камень. Это радохразит, гранат и розовый кварц. И как следствие аркан у нас символизирует перекресток, выбор, либо решение, принятие желаемого. Это как перекресток жизни, принятие решений и выбора. То есть момент, когда вы представляете то, что действительно хотели бы получить в жизни. О чем конкретно здесь говорят вот эти вот три камня? Радохразит, он используется для лечения сентиментальных ран, чтобы найти гармонию между телом и разумом. Вот он изображен внизу. Далее, средний камень. Это гранат, он расставляет, как скажем так, преграды на нашем пути. И помимо всего прочего указывает на проблемы, которые нужно проработать. И розовый кварц вверху – это камень любви к себе, мира, равновесия. То есть эти камни, по сути, открывают путь к любви, желанию, полной реализации в жизни. И здесь как выбор за вами. То есть что вы хотите выбрать, по какому пути вы хотите идти. То есть традиционные ключевые слова – это эмоциональная жизнь, союз, сердце, выбор, неоднозначность, ну, конечно же, желание идти своим путем. Далее, колесница. Колесница – аркан, который нам говорит вот здесь о некой беззаботности. Почему? Потому что, как вы видите, здесь среди цветов, птиц, порхающих бабочек несется девушка как бы на всех парах. То есть период такого теплого сезона, когда у вас идет впечатление, что все бесконечно. Дни, погода, солнце, энергия, короткие дни и ночи длинные еще далеко. То есть здесь это как карта прогресса. Она в первую очередь, знаете, как проявляет свою независимость в действиях, свою непоколебимую волю. Потому что колесница, она хвастается своим опьяняющим убранством, показывает свой образ, которым она владеет. И традиционные ключевые слова по этой карте – это триумф, это легкость, это завоевание, это радость, это господство. В чем-то вот по этой карте это хвастовство. Ну и, как еще говорит автор, это представительство, это воин, хотя я не вижу здесь подачу воина, но тем не менее автор на это указывает. Карта любовника, хотя это у меня вызывает очень серьезный вопрос, такая трактовка автора. Я все-таки здесь этого не вижу, но тем не менее. И карта триумфа. Далее, как мы видим, следующим арканом у нас идет аркан справедливость. Здесь это символика священного женского начала. То есть ключевыми словами являются нормализация, баланс, регулирование. Потому что справедливость всегда призывает к балансу или к его восстановлению. Она похожа здесь на весы. Представлена здесь двумя цветочными рукавами, потому что с одной стороны мы видим ромашка, бархатцы у нее идут по одной стороне, первоцвет, зверобой, гелиотроп, с другой стороны падуб, плющ, каштаны, тисы, ежевики, то есть такие колючие засушливые растения. Они представляют собой трудности, которые возникают зимой, в холод, нехватку ресурсов. И вот, по сути, вот эти два противостояния, они как бы симметричны, они образуют баланс, который вот окрашен вашим выбором. И справедливость не поощряет выбор одной из этих двух сторон, но принимает обе в себе, находя то, что правильно. Традиционные ключевые слова здесь это совершенство, это ценность, это суждение, это критика, это разрешение, это соблюдение закона власти, это запрет на что-то и карта баланса. Хотя баланс у нас все-таки это больше карта умеренности, но таковой ее видит автор. Я в первую очередь вам передаю то, что заложил автор в концепции этой колоды. Далее аркан отшельника, либо здесь он еще называется тибетская чаша. Аркан времени, исследования, одиночества, взросления и медитации.
Здесь аркан призывает нас сделать шаг назад или просто принять неподвижность, блокировку, которая не является нашими действиями, от которых мы страдаем. Потому что пауза в нашей жизни создана для того, чтобы лучше двигаться вперед. Ну а затем, если мы воспользуемся этим временем, чтобы различить, да, где находится свет, который будет вести нас, где темнота, куда нам лучше не ступать. Так вот, это период, где мы медитируем, чтобы найти свой путь, принять какие-то важные решения. И вот эта вот связь с Высшим Я, она символизируется навязчивым звуком чаши, который направляет нас как к высшим силам, вводит нас в трансовое состояние, позволяет отдалиться от суеты и вернуться к себе. Руки образуют жест, обращенный к медитации. Вот видите, энергия циркулирует между большим и указательными пальцами. Ну, вот как две мудрые концентрации. И данный аркан у нас в первую очередь еще указывает на карту кризиса, переходного состояния, вместе с тем обретения мудрости, опыта. В чем-то это карта бедности или аскетизма, но вместе с тем просветление, отказ от материального, отступление и карта молчания. Так, аркан колеса года. Ну, здесь, конечно же, карта, она указывает на символ неожиданной удачи, своевременной возможности, ну, или в первую очередь, знаете, как резкий поворот судьбы. Карта перемен, которые несут вас неумолимо. Что мы здесь видим? Здесь такое колесо солнечное, либо колесо жатвы его еще называют, украшенное таковыми символами, вот как пшеница, яблоня, акация, мирт. То есть это, знаете, как растения, которые указывают на предстоящие суровые испытания. То есть нужно их как принять, употребить, сохранить для того, чтобы выстоять в какой-то сложный период. И традиционные ключевые слова по этой карте – это начало или конец цикла, удача, обновление, загадка, вечное возвращение, ну и связь сердца, тела, разума. И карта судьбы. Следующий аркан у нас аркан силы, карта реализации, укрощения, карта силы в прямом смысле этого слова. Потому что здесь, что мы видим? Это как идет перемен, это последний урожай, осенние плоды, то есть хризантемы, виноградные лозы, знаете как, и изобилие перед зимой. То есть человек здесь в первую очередь пытается насладиться этим изобилием. Но карта вместе с тем показывает, что помимо того, что человек может на это опереться, да, то, чем он владеет, это как ваше внутреннее богатство, ваши качества, умения, ваши желания, стремления и проекты на будущее. Поэтому здесь это попытки через свои таланты найти свое место в мире, обрести собственную значимость, в чем-то смирение, истинность и светоносность. Потому что то, что вкладывает автор в эту карту, это энергия, это творчество, это глубина. Кстати, по этой карте он прописывает, что это карта полового созревания, карта действия, чувства, силы и общения. Повешенный. Ну, либо карта отречения, смены точки зрения. То есть, знаете, как шаг назад. Здесь повешенный обездвижен добровольно. Ну, или, по крайней мере, знаете, он может в любой момент себя вывести из этого состояния. То есть он это сделал для того, чтобы остановиться, чтобы обрести желанный перерыв, чтобы удержать положение вверх ногами, изменить свою точку зрения на какие-то события. Он, по сути, как сам себе позволяет расширить свое видение вещей, изменить угол зрения на изучение какой-либо проблемы. Здесь он обращается к своему внутреннему миру, то есть посвящает время себе. И это у нас карта, здесь не зря здесь падают листочки, она символизируется с осенью, поэтому осень – это не только опавшие листья, это еще, знаете, как яркие цвета, сочные блюда, потому что осень подобна повешенному. В переходный период она открыта для лучшего, что могут вам предложить аскетизм и изобилие. Так вот, ключевые слова по данному аркану. В чем-то жесткая трансформация, устранение, оплакивание, стереть то, что уже себя
отжила или уже не существует, чтобы, знаете, как начать новый этап жизни. Ну, карта, которую крайне редко некоторые практики видят как карту смерти, потому что карта, знаете, как зависшего такого состояния, застоя. Но вместе с тем это аркан, который позволяет вам трансформироваться, потому что здесь это трансформация через медитации, через трансовые состояния, карта мутации, изменения, очищения, внутренней революции. Вместе с тем, как пишет автор, это карта урожая, карта устранения каких-то блоков, проблем и обретения результата, который вы долго вынашивали. Ну, таковым видит автор данную карту в данной колоде. Так, следующий аркан. Что мы здесь видим? Аркан смерти. Здесь он, видите, как здесь не подписан, но вместе с тем это карта собственных отражений, жизненных решений, преобразования, которые могут быть очень жесткими, в чем-то жестокими. Момент между до и после. Карта Самайн или Самхейн. Вот не зря здесь изображены как праздник мертвых. Потому что здесь существа потустороннего мира приходят, знаете, как давать какую-то информацию живым. Давать информацию о исходе ситуации, который нам неизвестен. То есть ночь начинает удлиняться, чтобы раскрыть все, в чем мы были уверены до сих пор. И покрыть все наши уверенности своей пеленой. Здесь карта, которая указывает на серьезные изменения, на изменения, к которым вы не готовы. И у кого-то, знаете, как на тяжелую адаптацию к новым условиям. Умеренность или карта баланса. Она у нас указывает на возрождение, на связь, на вопросы чередования. Это карта сообщающихся сосудов. Так вот, здесь у нас представлен ангел-хранитель, который нам дает доброжелательную защиту, который призывает нас к изменению, размышлению, поднятию духа. Вот умеренность ее многочисленными, вот это как представляет автор, я это вижу звезды, хотя которые он как в себе несет. И вот видите, вот по кругу свечи. Так вот, вот эти вот многочисленные свечи, которые он зажигает посреди ночи, собирает соответствие в Йоль, потому что вот здесь по ситуации умеренность, ее свет, ее чередование оставляют связь между Самайном, то есть это ночь существ из потустороннего мира, и как последующим этапом, потому что здесь у нас идет переход в Юль. То есть это мост, путь, который не является односторонним, который позволяет двигаться вперед и назад, позволяет балансировать. Традиционное значение по этому аркану – это ангел-хранитель, это защита, это, кстати, вопросы кровообращения, карта исцеления, смешения, гармонии, осторожности и равновесия. Дьявол. Ну, что мы здесь видим по дьяволу? Карта удовольствий, чар, жизненных сил, творчества, сексуальности и глубоких желаний. То есть здесь это в первую очередь не просто, знаете, как карта, это глубокий такой аркан. Каждый, конечно, может интерпретировать его прозаически, либо по-своему, но тем не менее. Дьявол – это огонь, который горит внутри человека, который движет нами внутренне, ну, следовательно, лично, потому что дьявол позволяет перевести себя в движение для достижения какой-либо цели. То есть это такая первобытная, это безжалостная страсть, которая связывает все тело и придает смысл нашему существованию. Ну, то есть, по сути, это наше внутреннее «я», как подает это автор, потому что здесь он заключает в себе все то, что составляет наше сокровенное существо, то есть вне пола, внешности, морали или налета образования. То есть он наше истинное «я» с нашими всеми суперкачествами, недостатками, которые составляют нашу личность. Традиционные слова по этому аркану: страсть, желание, искушение, глубина, тьма, запрет, табу, чувственность и карта импульсов. То есть все то, что вырывается наружу и заставляет нас чувствовать себя живыми. Башня. По башне, что мы видим здесь?
Это такое, вот знаете, как вызов, деконструкция какой-либо конструкции, демонтаж. Ну, здесь карта холода, зимы, потому что, видите, здесь как все под снегом, и при этом вот как здесь горит пламя. Ну, по аркану природа кажется мертвой, но на самом деле это не так, потому что подснежники прячут свои лепестки среди хлопьев, хвойные деревья сохраняют свой цвет, деревья спят, да, прежде чем возродиться, животные впадают в спячку. Ну, то есть эта башня, она является отражением некого сезона, когда есть мотивация возродиться, либо построить что-то новое, но при этом нужно разрушить старое. То есть на этой карте природа восстанавливает свои права зимой, но ничто не бывает вечным. Соответственно, здесь пламя, которое охватило ее, оно исходит из неожиданного, даже неизвестного места. Это как раз поднимает вопрос о пользе собственных бастионов или о том, что человек впустил в свою жизнь, о пользе того, что позволяет вещам происходить и перестраивать его основания. Ну, то есть как подает идею автор, то есть это мнение, которое может рушить вашу жизнь, это общественные взгляды, это взгляды социума, которые могут вашу жизнь разрушать или отравлять. Ну, конечно же, в традиционном контексте это карта, которая у нас указывает, ну, не то чтобы на трансформацию, то есть на разрушение. Это у нас в первую очередь избавление, это шок, это крах, это божественное выражение грядущих событий, это разблокировка, это разрыв. Так, аркан звезда. Здесь вот изображена как раз та ведьма, которая изображена у нас с вами на обложке данной колоды. Что можем сказать по звезде? Звезда у нас соответствует празднику колеса года Имболк. То есть это защита, ориентация, это прорастание, это женская сила. Она призывает нас опираться на глубокую интуицию, к нашим убеждениям, которые двигают нас вперед. То есть является для нас картой внутреннего строительства, знаком того, что происходит какой-то проект. Потому что здесь, как мы видим, эта ведьма начинает выливать чашку в поток воды, но содержимое второй сохраняет за собой. Видите? Ну, то есть, знаете, таким образом, как защищает себя. То есть один шаг в этом мире, один как бы в мир иной. Вот такое, половина себе, половина другому миру. То есть в этот поворотный момент она находится между внутренним и внешним, духовностью и привязанностью к миру, созреванием своей идеи и ее реализацией. Ну, по сути, это как звезда, которая сияет ночью, освещает нам небосвод и дает нам как надежду на исполнение желаемого. Здесь, если смотреть по этому аркану, ключевыми словами у нас является это действовать в мире, найти свое место, раскрыть потенциал, освещать. Карта воодушевления, женственности, карта, может быть, какого-то космического состояния, ну и счастья от реализации мечты. Аркан Луна или Астара соответствует у нас по колесу года данному празднику. Это аркан беременности, иллюзии, психологии. Скрытая часть нашего «я» – это карта тьмы, карта воображения. То есть значение, конечно, множество. То есть то, что каждый увидит в этой прорисовке, в этом рисунке. Здесь, в первую очередь, знаете, ты никогда не знаешь, что скрыто в лике тени, в лике или в отражении луны на воде, потому что ночь маскирует все, что происходит, делает любые вещи таинственными. И вот вы задаетесь вопросом, где иллюзия, где реальность, что скрыто в глубине той либо иной души, потому что Луна всегда приглашает к исследованию, найти ответы на вопросы. И вот здесь это вот девушка, этот персонаж, который плывет в этой воде, это как отдаться бессознательному. То есть она пассивна, ее взгляд не направлен на нас, она просто существует и наполовину не показывает себя, потому что под водой остаются какие-то как скрытые факторы. Так вот, Луна у нас указывает на погружение в сознательное, бессознательное, вопросы интуиции, оккультизма, вещи сны, тайны. Это раскрыть свое воображение, проработать неуверенность. Карта поэзии, карта беременности, карта
получение информации от высших сил, от высшего Я. Далее, аркан Солнце, карта Бога, карта прояснения эмоций, щедрости, безусловной любви, потому что Солнце сияет в твоей руке. Оно приносит безусловную любовь, свет, освещение, в котором вы нуждаетесь. И вот здесь, в первую очередь, вы знаете, как проявление Бога, как Отца всех существ, как символа семьи, отцовства, домашнего очага. Речь идет не о страсти, а о любви, которая защищает и принимает. И вот она четко здесь выражена мужским архетипом, который, как вот видите, как притяжение идет. Карта любви, теплоты, заботы, новой жизни, строительства. Карта успеха, эволюции и очищения. То есть быть связанным и быть притягательным, тянуться к Богу, к высшему Я. Так, что у нас здесь? Аркан Суд. Карта, которая указывает на освобождение, на возрождение, потому что она в себе воплощает возрождение, воскресение. Карта победы, карта обновления, рождения окончательного признания. Это, знаете, как воскрешение в собственной жизни. Потому что здесь человек может меняться столько раз, сколько пожелает, чтобы трансформироваться, измениться как лучшее существо, в лучшую личность. Аркан, который, он еще называется эфир, как подает его автор. То есть, поскольку эфир не имеет ни начала, ни конца, да, потому что он подобен медитативному состоянию, это чистая энергия. Так вот и здесь это как стать чистой энергией. И ключевые слова по этому аркану – это завершение, это конец цикла, это совершенство и самореализация. И посмотрим с вами аркан Мир, как мы здесь видим. Карта совершенства, карта, знаете, как единение с Божественным, соединение с Высшим Я, потому что здесь наша ведьма прошла путь, и она чувствует связь с Богом, чувствует связь с богиней, она чувствует свою принадлежность к Высшему Я. Потому что мир – это конец счастливого победоносного цикла, который, мы видим, знаете, как при каком-то исходе. И здесь ведьма должна отправить свои намерения во Вселенную. Соответственно, традиционные ключевые слова по этой карте – это решимость, это цельность, успех, универсальность, полная победа, и совершение какого-то важного события. Далее у нас с вами идет масть воздуха. Повторюсь, я не читаю вам на французском, я не знаю французского языка, но вот так вот здесь подан котел, как новая идея, которая вас кипит, бурлит и рвется наружу. Да? То есть тяжелый воздух может вызвать недостаток видимости, проницательности, потому что вот ощущение движения вслепую. А вот здесь как прорывается ваш пар идей, целей и стремления. Двойка мечей. Карта нерешительности, блокировки, компромисса, пребывания на пороге пещеры, когда вы думаете, куда податься, чем заняться. Я иногда называю мечи, но вы понимаете, что это идет речь о стихии воздуха. Дальше. Тройка воздуха. Это первые попытки, это первые мысли о мире, это подростковая попытка выразить свои идеи, в чем-то боязнь раскрыть себя, грусть, застенчивость и карта подросткового кризиса. Что самое интересное, автор не дает какого-то детальной анализа по прорисовке. Почему такая прорисовка? Все, что он здесь указывает на то, что здесь акцент на слух, это желание быть услышанным, это призывать мир звуком, как первый шаг вовне. Хотя мы привыкли к совершенно иной трактовке тройки воздуха. Далее четверка воздуха, либо четверка мечей, отдых, время для себя. Это в первую очередь полнолуние в солнечном году. И здесь, это знаете, как быть в своем пузыре, пространство для себя. Вот так видит автор. Далее. Пятерка воздуха. Здесь это нечестность, это предательство, это дерзкий поступок. Потому что, видите, как книги залиты воском, чтобы человек не получил знания, не получил какую-то информацию. То есть вы должны разобраться в том, чтобы обнаружить то, что еще для вас является важным, святым. То есть сделать вывод из ситуации, кто для вас друг, кто враг, кто просто так. Так,
Шестерка воздуха, либо, ну, здесь изображен у нас аметист. То есть это выход из сложной ситуации, это продвижение вперед, в чем-то сопротивление. Но, знаете, здесь указан необработанным, поэтому похож на некую такую пещеру, которую нужно исследовать и пересечь, чтобы достичь света в конце тоннеля. Семерка воздуха. Она представляет собой путь очищения или трудные времена. Почему? Потому что здесь это вот карта клевера. Это, ну, как, знаете, как дело случая, назову, наверное, так, это будет правильно. Карта лицемерия, в чем-то нечестности. И здесь, как следствие, это исправить ошибки, это получить помощь извне, это опираться на чью-то удачу, это, как подает автора, загребать жар чужими руками, это делать вид, что ничего не происходит. Интересное видение, не совсем согласна, но, повторюсь, в этом-то и прелесть оракульных колод, что они меняют свою смысловую нагрузку и дают вам новые интерпретации тех либо иных ситуаций. Так, восьмерка воздуха. Самоограничение, чувство паралича, и, потому что, видите, вот здесь связаны, я не знаю, видно вам эти вот растения, связана лаванда. То есть это, знаете, как попытки установить собственное ограничение для достижения результата. Девятка воздуха. По девятке воздуха, как мы здесь видим, это тревога, отчаяние, это заблокированный разум. Это ситуация, когда вам приходится писать под чужую дудку, потому что вы боитесь сделать какие-то собственные шаги. Десятка воздуха, или она же десятка мечей. Это неудача, это окончательное испытание перед достижением более высокого уровня вашей жизни. Это перезапуск с нуля, потому что здесь аркан указывает на то, что ваша энергия заблокирована, нужно кардинальным образом что-то менять. Венера, которая здесь изображена, вас приглашает в путешествие, выйти за пределы вашего разума, чтобы войти в царство эмоций и, как следствие, получить связь с высшими силами, изменить порядок вещей, который вам больше не подходит. То есть смерть старого, рождение нового. Так, ну это у нас идет паж воздуха. То есть это, знаете, как новаторские идеи, интеллектуальные способности, акцент на развитие своего интеллекта. Так, дальше, если мы с вами будем смотреть рыцаря воздуха, либо рыцаря мечей. Здесь это в первую очередь аркан, который указывает на ситуацию быстрых резких действий, то есть не упустить возможность, словить свое предназначение, то есть не упустить инициативу. Если мы будем смотреть на королеву воздуха, то здесь ключевые слова – это ум, логика, красноречие. Ну, если в перевернутом положении будет, это будет недальновидность, это будет критика и так далее. То есть она в первую очередь готова разорвать все то, либо отказаться от всего того, что может быть подставлено под удар каких-либо значимых решений. То есть ее сопровождают ночное животное, сова, как вы видите, да, то есть богиня мудрости. И, как следствие, она впитала в себя эти качества. Но королева воздуха не лишена живого, резкого, ну, конечно же, цельного темперамента. Так, король мечей. Что мы видим по королю мечей? Интеллект, сообразительность, принятие решений. Он способен подняться к высшему, он постоянно роется в глубине своей мысли, он постоянно заводит сам себя в самые темные уголки мышления. Ну, то есть постоянно, знаете, как не дает себе спокойно жить какими-то размышлениями, какими-то стратегиями. То есть человек, как я говорю, горе от ума, страдает от излишней умственной активности. Далее у нас с вами идет стихия воды. И здесь туз чаш, аркан, который нам говорит здесь о ситуации новой любви, нового импульса. То есть видите, как чистые эмоции, крупный поток, ну и как следствие получения результата. Двойка чаш – это сотрудничество, дружба, эмоциональное исцеление. То есть это, знаете, как ассоциация между тенью и светом. То есть то, что нам дает великолепный момент единения там, по принципу дня и ночи. То есть это как, знаете,
представление вашей любви, общение с вашими друзьями, то есть соединение противоположностей. Дальше, тройка воды. Что мы видим здесь? Карта вкуса. То есть вечеринка, праздник, попробовать жизнь на вкус, просто вкусовые ощущения. То есть это один из маркеров праздника, радости, совместной жизни, радости обмена, то есть приятное времяпрепровождение. Четверка воды или последняя четверть Луны – это скука, застой, это уход в себя. И как следствие, знаете, такая вот энергетика, когда вас ничего не тревожит, но и ничего не скрашивает вашу жизнь. Карта отражает определенную скуку, застой, отстранение от общественной жизни, то есть побыть в небытие. Пятерка воды или пятерка чаш. Карта разочарования, сожаления, потери, скорби. Почему? Потому что дымовая труба обречена, огонь в ней уже гореть не будет. Пламя свечи, если вы посмотрите, здесь оно погасло, оно невидимо. Ну и как следствие воск вот это уже застыл. Как говорит о том, что время утекло. Не нужно возвращаться к прошлому, к сожалению. Пламя погасло, но нужно идти дальше и жить дальше. Шестерка воды у нас указывает на ностальгию, романтизм, сладость. Это вот камень равновесия и красоты, вот, который здесь вот как в виде кольца или украшения, как это сказать. То есть стремление к более высокому духовному уровню, потому что он отражает или олицетворяет ваши надежды, а его основание – это неопределенные испарения вашего прошлого. Вот такая здесь интересная подача. Так, семерка воды у нас указывает на иллюзию, эмоциональную перегрузку, искушение, потому что здесь пришло время все прояснить, отличить истинное от ложного, приоткрыть завесу иллюзии, то, что предстало вашему взору. То есть понять, где растение, которое вам стоит взять, допустим, ритуала, какое нет. То есть понять структуру. Восьмерка чаш или карта водяного лотоса. Это акцент на то, чтобы двигаться дальше, это эмоциональная целостность, чувство застревания, это цветок трансформации, но вместе с тем гармонии, эмоций. Он окружен идеальной симметрией посредством мудрого баланса, воды, очищения. Потому что восьмерка воды, как говорит автор, это карта идеального баланса эмоций, но также это и знак того, что пора переходить к чему-то другому, к разуму, к развитию духовности. Так, девятка воды. Ну, девятка воды или ковш, как вы здесь видите, это эмоциональный комфорт. Это в первую очередь магический инструмент для выполнения заклинания, ритуала, это символ успеха. Ну, как следствие, жить в радость, жизнь в кайф, использовать для своей безопасности магическую силу, которая дает вам комфорт. Десятка воды. Десятка воды у нас показывает гармонию, счастье, эмоциональную безопасность. То есть здесь в первую очередь это, знаете, что у вас богатая социальная жизнь, то, что вы освещены солнцем, что вы в центре внимания, вы значимы для всех. Дальше, паж воды. Здесь у нас, как вы видите, изображены как водные орхидеи, или как они называются, забыла их название. Ну, то есть это любовное искушение, это новая эмоция, это пробуждение. Потому что водные орхидеи обладают достоинствами, которые привлекают любовь и гармонию. Так, дальше. Рыцарь чаш – это очаровательный принц, это романтизм, это в чем-то незрелость, как подает нам автор. Но это, знаете, как указание на путь к более сладкому развитию ситуации в каком-то другом месте. Но по принципу у соседа трава зеленее. То есть, путь вместе с тем предложит вам взглянуть правде в глаза, от которую вы отказываетесь видеть. То есть вы должны взять самое лучшее, что можете взять. То есть интуицию, воображение, эмпатию. Дальше. Королева воды. Вот такая девушка на лебеде. Это сверхчувствительность, это прихотливость, это плавание по водам благодаря лебедю. То есть, это, знаете, как быть на плаву жизни благодаря контролю эмоций, благодаря любви и тому, что вы опираетесь на интуицию.
Король воды у нас здесь, как вы видите, указывает на щедрость, доверие, безмятежность. Такая вот персона, которая у нас живет в изобилии. Плод из пены он превращает в рог изобилия, который вот, видите, здесь представлен у нас в виде раковины. То есть это признаки его сочувствия, его щедрости, его уверенности в своем окружении и в своих социальных отношениях. Дальше у нас пошла стихия огня. И как мы видим, здесь у нас туз огня, жизненная сила, творческое возрождение, сексуальный взрыв. То есть это, знаете, вопрос обновления. Двойка огня указывает на выбор пути, планирование, построение проекта. То есть такое, знаете, как несколько вариантов. По принципу направо пойдешь, одно получишь, налево пойдешь, будет другой результат. Тройка огня. Что мы видим здесь? Карта юношеских испытаний жизни, бесконтрольных заимствованных поступков из своего окружения. Наблюдать за миром, знаете, как глазами других. То есть иногда, когда чужое мнение вам подается как истинно верное. И вам нужно понять, что для вас важно, а что второстепенно. И каким взглядом жить, своим или взглядом своего окружения. Далее, четверка огня. Гармония, праздник, дружба. Вот видите, как последний полумесяц. Потому что здесь эта карта указывает, что жизнь постоянно меняется. Но в первую очередь ваше развитие и, знаете, карта обмена и поддержки. Пятерка огня. Здесь у нас, видите, такие вот белые свечи, которые вот связаны между собой. Соперничество, конфликт, противостояние, то есть разгораться. А видите, некоторые свечи упали, погасли, как лежат на земле. То есть одни горят, другие лежат и не могут найти себе применение. То есть это как найти себя, отстоять себя и подать себя миру. Шестерка огня. Что мы видим здесь? Ну, это карта триумфа, признания, уважения, уверенности в том, что предпринимаешь. Здесь у нас изображен камень перит, огненный камень, камень, который силит концентрацию, ум и творчество. Он, да, при определенном освещении кажется как огненным, золотым или пламенным. Так, далее. Семерка огня. Здесь у нас изображена мята и груша, то есть это борьба с невзгодами, отстаивание своей точки зрения, ну и как следствие, знаете, пройти какие-то трудности. Далее, что мы видим здесь? Эвкалипт и гибискус. Быстрое изменение, скорость, путешествие, совершенство творческой области, потому что эвкалипт, как связующее звено между Землей и духовным миром, он используется для вдохновения, энергии, прогресса и всегда растет выше, то есть к цели, которую нужно достичь. То есть акцент непосредственно на этом. Так, что у нас здесь? Девятка огня, ну, то есть волшебная палочка, то есть это ограничить себя, продолжать идти, двигаться вперед любой ценой. Вы знаете, как направить себе цель, вот как обозначить себе цель, то есть в первую очередь. Так, что у нас здесь? Десятка огня. Это конечное выражение ваших желаний, то есть когда вас что-то испепеляет. Ну, то есть заглянуть за пределы видимости, проявить воображение. Да, это будет очень сложно, это будет тяжело, но для вас это будет как спасительное движение, достижение цели. Паж огня. Что мы здесь видим по этому аркану? Это творческая энергия, это неуклюжий энтузиазм, это в чем-то бесшабашность, потому что он живет творчеством, страстью, не заботится о последствиях. Так, далее. Всадник огня. Здесь мы у нас видим созвездие Овна, Льва, Стрельца. То есть ключевые слова: страсть, желание, мотивация, динамизм. То есть и взять акцент на то, что возьмите для себя лучшее из качеств этих огненных созвездий. Королева огня у нас здесь символизирует по ситуации, как вы видите, ее обвивает змея. То есть страсть, решимость, преодолеть гнев, злобу, слепую месть или слепую ревность. То есть то, что вас может душить, потому что по ситуации иногда амбиции не соответствуют тому, что вы в жизни можете достичь. То есть работать над своими амбициями, чтобы ожидаемое у вас соответствовало действительному.
Дальше. Король огня. Что мы видим здесь у нас по королю огня? На чем у нас здесь идет акцент? Ну, здесь в первую очередь это, знаете, как преисполнение собственной важности. Ну, как осознавать собственную силу, что вам все по плечу. То есть это в чем-то преодолевать вопросы нарциссизма. Дальше. Что мы видим здесь? Мы у нас видим туз земли. Или он еще называется, ну как, здесь это карта символики всех земных растений, как он называется, солнце земли. Я не знаю, почему так пишет автор, но вот такая вот у него здесь подача. То есть это динамизм, это финансовые возможности, это изобилие, это здоровье. И земля, поскольку высший символ всех возможностей, она рождает все существа. Вот мы сажаем простые семена, и там рождаются величественные дары. То есть деревья, травы, цветы, то есть мы получаем максимум. Потому что земля – источник жизни, источник роста и расширения. Соответственно, здесь этот вот туз земли, он указывает на изобилие, цветение, рост, ну и, конечно, материальные возможности. Что мы здесь видим у нас по двойке земли? Двойка земли у нас указывает здесь баланс ресурсов, ситуация, когда вы можете нуждаться в помощи. То есть это, знаете, время проб и ошибок, когда вы делаете все возможное, чтобы почувствовать себя легко в какой-то подавленной ситуации. То есть быть как летучая мышь над любыми проблемами, то есть парить, несмотря ни на что. Дальше, тройка земли. Тройка земли у нас это в первую очередь сотрудничество, командный дух и исправление чужих ошибок. Так, четверка земли у нас здесь указывает на ситуацию удержания, не видеть дальше кончика носа, сохранение нажитого. Ну и здесь, знаете, как растущая луна, как благоприятная фаза луны. Почему? Потому что, чтобы притягивать к себе вещи, просить Вселенную отправиться на поиски изобилия. Далее, пятерка земли. Вот видите, здесь такая свеча изображена. Это, знаете, как негативное движение к процветанию. Это складывание всех яиц в одну корзину. Это бережливость, которая потерпела крах. Потому что здесь, ну, как это сказать, психология бедности. Когда вы не позволяете себе больше, как следствие становитесь еще более бедным. То есть это тот ситуация, когда человек всю свою жизнь складывал деньги в кубышку, а потом, допустим, сгорел дом, сгорели деньги. Человек всю жизнь, знаете, жил ради собирания денег, но никакого удовольствия от жизни не испытал. Так, шестерка земли у нас здесь указывает на ситуацию. Здесь изображена малахитовая земля. Это деление, это даяние, это расширение. То есть, как следствие, это гармония через расширение, через дары, то, что вы даете другим. Поскольку малахит – это камень, обладающий свойствами делиться, процветания, изобилия, дара. Ну, а шестерка сама по себе – это карта расширения. Ну, то есть здесь, это, знаете, как делиться материальными дарами, они вернутся к тебе обратно. Семерка земли. Что мы видим здесь? Усилия, тяжелый труд, дисциплина. Почему? Потому что здесь, как мы видим, вот травы, которые высушивают с осторожностью, связывают в палочку для окуривания. Ну и, наконец-то, мы получаем преимущество дыма, который спускают те либо иные растения. То есть эта карта указывает на то, что требуется очень много времени, трудолюбия, терпения и заботы, чтобы достичь того результата, к которому вы стремитесь. Дальше, восьмерка земли. О чем у нас здесь идет речь? По восьмерке земли это продуктивность, работа, это компетентность. Почему? Потому что здесь это семя, которое проросло, дает свои результаты, но благодаря вашему упорному труду. Потому что вы постоянно с деревом следите, его там подстригаете, окучиваете и так дальше. Потому что, как любая тяжелая работа, которая приносит результат. Девятка земли. Девятка земли у нас указывает на безопасность, изобилие, полное здоровье. Как следствие, она здесь представлена пентаклем ведьмы и указывает на ситуацию и довольство собственным ритуалом, потому что ритуал, который вы произвели, как бы принес свои плоды. То есть вы получаете дар от Вселенной, ну и чувствуете себя в безопасности. Ой, так. Десятка земли. Десятка земли – это у нас
в первую очередь имущество, передача, это верхняя ступень, потому что ну, это как привязка к дому, к материализму. Это, знаете, как готовиться к собственной жатве. Вот то, что вы накапливали всю свою жизнь, получать теперь результат. То есть карта изобилия, то, что вы будете передавать своим поколениям. Так, паж Земли у нас указывает на ситуацию нового проекта, желание начать, в чем-то нерешительность в плане новых начинаний. Но если в плане финансов, то есть это, знаете, как попытки начинать копить, либо осваивать бюджет. Так, если мы будем с вами смотреть рыцарь Земли, здесь у нас представлены все земные созвездия, то есть Телец, Дева, Козерог. Ну, то есть ключевые слова: практичность, движение, упрямство, настойчивость, медленно, но верно, достижение результатов. Так, королева Земли, либо королева Пентаклей. У нас она здесь указывает на домашний материалистичный подход к вещам, поиск комфорта и безопасности. Это, знаете, как олень здесь как животное величественное, земное, лесное, притягивающее изобилие и знания. Ну а королева Земли – это персонаж, который заякорен на своем доме и на том, чем он владеет. Ну и король Земли, аркан, который у нас здесь показывает изобилие, показное богатство, власть, потому что здесь он вот всем показывает, что у него есть шалаш, насколько человек здесь стабилен, практичен. Ну и в первую очередь, знаете, вместе с тем понимание того, что материальный мир – это не предел. То есть человек хочет владеть всеми, абсолютно и всем. Вот такая колода. Вкратце вам постаралась озвучить и донести то, что хотел сказать автор. Безусловно, у каждого из вас будет своя история работы с этой колодой. Если она у вас уже есть в работе, то напишите свои отзывы относительно нее. Ну и в принципе мне будут интересны ваши комментарии по поводу того, как вам этот инструмент, взяли бы вы себе его в работу или просто в коллекцию, или в принципе отказались бы от таковой покупки. Надеюсь, для вас этот обзор был интересен. От вас жду лайки, подписывайтесь на канал. С вами не прощаюсь. До новых видео.